Всем доброго времени суток! Сегодня я расскажу про удивительное двухнедельное путешествие по Панаме. Когда кто-то слышит про Панаму, у него на уме появляется либо Панамский канал, либо одноименный головной убор, или возможно даже недавний скандал, названный панамскими бумагами. Однако сегодня хотелось бы рассказать подробнее про эту замечательную страну Центральной Америки на основе собственного опыта. У нас было 2 недели на эту страну, поэтому мы разделили все путешествие на 5 этапов. Столица и Панамский канал, бывший вулкан Валли-де-Антон, рай для серферов Санта-Каталина, самое популярное туристическое место страны – город Букете, и проживание с местной семьей аборигенов на их собственном острове где-то в Карибском море. В общем, welcome to Panama! Из-за того, что Панама находится практически на экваторе, солнце встает очень рано, около 6 утра, и заходит около 6 вечера. Местная жизнь также следует этому ритму. Панама-Сити оставил очень неоднозначное впечатление. С одной стороны, полно небоскребов, и его отдельный район вообще называют аналогом американского Майами. С другой стороны, сотни и тысячи кабелей, что просто пачками идут от одного столба до другого, периодически опасно провисая, некоторые даже оголенные. Такую же картину я наблюдал во Вьетнаме. Платные дороги достойного качества, в то же время как на остальных нужно глядеть в оба, чтобы иногда не нырнуть в какую-нибудь яму. То же самое на тротуаре. Мусор выставляется просто к дороге, и его, конечно, собирают, однако из-за жары запахи очень и очень мощные. Городской транспорт очень достойный, есть и метро, и автобусы. Можно легко и быстро купить карту для проезда и использовать ее и там, и там. Цена проезда 25 центов. Кстати, про деньги. В стране 2 официальных валюты – панамский бальбоа и доллар США. Курс 1 к 1. Причем бальбоа существует только в виде мелкой монеты ценностью до $1, а все что выше – уже известная зеленая бумажка. В общем, столица не всегда показатель всей страны, поэтому двигаемся дальше. Сев на местный автобус, мы поехали смотреть Панамский канал. Слово «канал» не совсем правильно характеризует этот проект, ведь он больше 80 километров в длину, и это один из самых крупнейших и сложнейших строительных проектов в истории человечества. Первоначальная идея по постройке канала в 18 веке принадлежала испанцам. Тем не менее, первая попытка строительства принадлежала уже французам в 1879 году. А официально открыли канал уже американцы. Сама история постройки канала, а также его эксплуатация включает в себя все. И восстание местных жителей, и невообразимо масштабную коррупцию тогдашней Французской Республики, и испано-американскую войну, и войну с желтой лихорадкой и малярией, и его недавняя реконструкция и расширение. История канала заслуживает просмотра отдельного документального фильма. Я оставлю несколько таких в описании к этому видео. На протяжении канала есть несколько шлюзов, где и оборудованы площадки для туристов. Мы отправились смотреть шлюз Мирафлорес, который находится в 30 километров от Панама-Сити. Самое главное – это прийти к обзорной площадке именно в то время, когда одно из судов его проходит. Примерное время прохождения можно посмотреть на официальном сайте. Вход платный. Для местных и резидентов до $3. Для всех остальных, как мы, до $20 за человека. Если вкратце, каждый шлюз разбит на камеры. Каждая камера имеет ширину в 33 метра, длина около 300 метров. Если осушить канал, то можно увидеть массивные шлюзовые двери камер высотой в 11-этажный дом. Каждая из этих массивных дверей служит с момента своей установки уже более 100 лет.
Проходящий корабль-шлюз либо поднимается, либо опускается на уровень воды в последующей части канала. А вода, необходимая для этого, берется или выпускается в специально для этого сделанное водохранилище. Стоимость прохода зависит от габаритов судна и веса его груза, иногда доходя до $1 миллиона. К 2025 году бюджет Панамы ожидает около $4 миллиардов доходов от канала. Проводка судов осуществляется лоцманской службой канала, то есть командир судна отдает полный контроль над судном во время его прохода по каналу. Ну а мы двигаемся далее. Первой остановкой вглубь страны на нашем пути будет Валлей-де-Антон, город в 130 километрах к западу от Панама-Сити и расположенный в жерле бывшего вулкана. Город небольшой и привлекает туристов возможностью залезть на гребень вулкана, который последний раз извергался около 200 тысяч лет назад. Возле города, используя один из найденных в интернете гайдов, мы остановились у дороги, где в километре вглубь должен был быть небольшой водопад. Заметив нас, из ближайшего дома выбежал мужчина, который, конечно же, говорил только на испанском. Объяснив ему на пальцах, что мы ищем водопад, он пообещал нас провести вглубь, оставив машину здесь. Он тут же позвонил какому-то своему родственнику, который скоро примчал на внедорожнике к нам. Отзывы на Google картах упоминали про такое, поэтому мы решились и сели в тачку к незнакомому фермеру. Нас скоро высадили около луковой плантации, где несколько школьников скоро собирали урожай. А наш самопровозглашенный гид повел нас дальше вглубь. Обнаруженный водопад не блистал, ведь сезон дождей еще не настал, и он был не настолько полноводным. Проведя нас выше по течению, наш гид головой прыгнул в небольшую впадину, показывая, что здесь безопасно плавать и нырять, приглашая нас присоединиться. Освежившись, мы вернулись обратно в сопровождении лукособирателей. Конечно, за помощь мы заплатили, но недорого – $6. И только тут я понял, насколько нетрезв был наш провожатый, и как только он держался на ногах. Добравшись до гостевого дома, мы начали планировать наше завтрашнее восхождение на вулкан. Растительность, а также высота подъема не позволят никому расслабиться. Мы завершили наш поход за 5 часов, встретили по пути путешественников из Германии и США, и как только мы вернулись в гостевой дом, по крыше забарабанил настоящий тропический дождь. Еще подходя к дому, мы могли видеть туристов, которые были все еще на гребне вулкана, только на середине пути, где мы были пару часов назад. Мне их было честно жаль, и надеюсь, их не смыло и не сдуло. По возвращению оказалось, что электричества нету, так как где-то из-за непогоды упал столб, и местные службы сейчас все исправляют. Как сказала наша хозяйка, такое бывает частенько, поэтому в каждом доме здесь есть свой дизельный генератор, покрывающий бытовые нужды. Посидеть в гамаке, под навесом, пока вокруг бушует непогода. Только сейчас ко мне пришло осознание того, что мы в отпуске. Утром, перед продолжением пути, мы также заехали в небольшой заповедник, который заботится и занимается популяцией местных видов бабочек. Интересное место, особенно если присесть на одну из лавочек в вольере, ведь уже через минуту сначала одна, а потом и больше этих красавиц начнут буквально приземляться на тебя. Наш путь дальше пролегал через центральную часть страны, по главной трассе Панамерикана до городка Санта-Каталина, который находится на побережье уже Тихого океана. Большую часть дня мы провели в дороге, а точнее на ее обочине, так как по несчастью были вовлечены в ДТП. Причем не самое мелкое, а с участием 4 машин на самой трассе. История стара как мир,
Проезжая возле одного из торговых центров, трафик постепенно замедлялся, пока полностью не остановился. И вот один товарищ на джипе этого не заметил и на полной скорости влетел в такси. Удар передался следующей машине, а потом еще дальше, и уже четвертая машина была наша. Это в принципе было мое первое ДТП в жизни, тем более находясь за десятки тысяч километров от дома в чужой стране, поэтому я все запомнил очень хорошо. И как увидел в зеркало заднего вида удар, и переворот джипа, и как по цепочке удар дошел до нас. Все, что происходило дальше, больше напомнило мне сюжет какого-то сериала. Так как мы как раз проезжали мимо нескольких больших супермаркетов, местные люди выбежали из ресторанчиков и магазинов и сразу попытались перевернуть джип обратно. Моя же первая мысль после выхода из машины — лишь бы кто-то еще на трассе не въехал. Но обошлось. Уже через 2 минуты на месте была первая полиция, правда на велосипедах. Через 5-6 минут приехали местные бомбоньерос или МЧС со скорой. Ну а там и мотополиция подтянулась. Всех опрашивали на предмет травм, у всех собрали документы. Водитель и пассажир такси были без сознания, так что их сразу увезли на скорой. Выглядели они не очень. МЧС оттащили пострадавшие машины на парковку, и уже через полчаса трафик на этом месте паноамериканской трассы восстановился. А что же мы? А нам крупно повезло несколько раз. Во-первых, мы были только четвертой машиной, и сами мы не пострадали. Во-вторых, в нашей машине был побит только задний бампер и не закрывался багажник. Сам автомобиль оставался на ходу. В-третьих, в одном из местных офисов как раз происходил урок английского языка, и выбежавший на шум учитель более 2 часов пробыл с нами на палящем солнце, переводя с испанского на английский, пока мы общались с полицией и фирмой, арендующей нам машину по телефону. В-четвертых, весь инцидент произошел возле очень населенного места. Нам уже после рассказывали истории, что при ДТП частенько приходится ждать полицию для выяснения всех деталей по несколько часов, в течение которых сами машины передвигать, конечно же, нельзя. Ну а в-пятых, мы договорились с арендодателем, что мы своим ходом доберемся до их офиса, что находится по пути на Санта-Каталину, и там сменим машину. Добравшись до офиса в Сантьяго, нам сказали, что дать другую машину нам смогут только на следующий день. Это не подходило под наши планы, так как на завтра у нас был запланирован тур на остров Койба. Тут нужно отдать должное персоналу Thrifty Car Rental, так как мы смогли договориться, что продолжим путь до Санта-Каталины на текущей машине, а уже новую нам подгонят через 2 дня утром, как раз когда мы будем отправляться дальше в Букете. Заплатив $2000 за урон машине, которые мне вернули бы по страховке уже после возвращения в Европу, и получив все соответствующие документы, мы продолжили путь. Так как это было массовое ДТП, такие случаи разбирает суд, и мне выписали приглашение на слушание. Естественно, в данном случае меня представляла бы компания-арендодатель. И так как нашей возможной вины на месте не установили, мне можно было отправляться на все 4 стороны, что мы и сделали. В ночи, через ослепляющий тропический ливень, когда все на дороге используют в основном дальний свет, на побитой тачке. Эти 150 километров были самыми стрессовыми в моей жизни. Однако мы все же прибыли в Санта-Каталину, рай серферов в Панаме. Следующий день обещал нам более приятные впечатления, ибо наш тур включал в себя поездку на остров Койба. Остров Койба – это крупнейший остров Панамы, где в данный момент основан национальный парк, и свободный доступ туристов строго ограничен. Остров отделился от континентальной Панамы где-то 12-18 тысяч лет назад, вследствие чего местная флора и фауна развивалась отдельно от материковой. В наши же планы входили ныряние и обзор местной фауны и флоры. Мы останавливались понырять в нескольких местах, где смогли увидеть нескольких акул, электрического ската и морских черепах. Наша группа состояла из 7 немцев, которые только и делали, что пили пиво нон-стоп, двойняшек из Голландии,
и пожилого канадца, который делал большое путешествие по всей Америке. Остров также имеет печальную славу, ибо здесь находилась тюрьма с жестокими условиями содержания, пытками, казнями и политическими убийствами. Весь тур обошелся нам $80 на человека. На обед мы заезжали на один из сотен мелких островов, такой малый тропический рай, где есть пальмы, песок и крокодилы. Нас попросили не подходить к мангровым зарослям близко, ибо кокодрило, это на испанском, не дремлят. Уже по возвращению на закате нас ждал большой сюрприз туристов-дилетантов. Мы полностью сгорели, несмотря на тонны крема, что были использованы. Поджарились мы, конечно, капитально. Этот загар, даже после прошествия 4 месяцев, все еще очень хорошо виден на мне. У нас не было времени остаться здесь подольше и попробовать для себя серфинг. Поэтому, немного поджаренные, мы продолжили наш путь дальше на запад, в сторону главного туристического центра страны – город Букете. Что из себя представляет Букете? Это хорошо обустроенный курортный город, расположенный в очень приятном климате, где обычная температура в течение дня около 20-23 градусов. По сравнению с Панама-Сити, тут холодно. Букете полон развлечения для туристов. Мы устроились в достаточно необычном, можно даже сказать хипстерском хостеле, и уже на месте решали, что будем делать дальше. Поспрашивав рекомендации, определились, что следующие несколько дней мы проведем здесь, посетив местную плантацию кофе, покатавшись в местном парке на тросах и в первый раз в жизни попробовали бы рафтинг. Первым в нашем списке был парк развлечений спуска на кабелях. Я уже несколько раз посещал парки, где на деревьях развешаны веревки, и ты должен пройти их, как Маугли, эту полосу препятствий. Я почему-то так и представлял наше следующее приключение. Реальность оказалась несколько другой. Принцип прохождения трассы достаточно простой. Прицепляешься к тросу, одна рука в толстой кожаной перчатке служит направляющей и тормозом. И все. Ты летишь до следующей станции. Станций было больше десятка, и каждая находилась на искусственно созданном помосте, где нас уже встречал один из гидов. Практически поймав на руки, сопровождающий тут же цепляет тебя на следующий трос, и ты летишь дальше. Как человек, который не очень дружит с высотой, первые несколько пролетов были стрёмные, а потом привык. Таким образом мы и спускались до базового лагеря. Сопровождающие гиды очень дружелюбны, болтают без умолку и всячески нас развлекают, иногда подталкивая на старте в спину, иногда сами перелетают на следующую станцию вверх ногами, как в цирке. Ребятам весело, и это настроение также передается нам. How are you, man? Perfecto. ¿Cómo te llamas? What's your name? Nikolai. Where are you from, Nikolai? Belarus. Jump. Belarusia. Yeah. Welcome, my friend. Welcome. Thank you very The much. next one is a good one. Keep yourself recording. I am. Muy bien. 1, 2.
Стоимость тура около $60. Как человек, который не пьет кофе, я мало когда задумывался о его видах, как оно растет и каков же процесс превращения его в такой популярный напиток. Решив немного исправить собственную безграмотность, мы также записались на обзорную экскурсию на местную плантацию кофе. Малой группой в 4 человека гид подробно показал нам небольшую плантацию, которая находилась недалеко от парка с троссами. Видов кофе множество, и каждый наверняка найдет себе что-то подходящее. Тот сорт кофе, что растет здесь, в Панаме, называется гейша. Его не выращивают много, и он имеет очень специфический аромат. Кофейные деревья гейши имеют низкую выносливость и требовательны к условиям произрастания. Наиболее пригодными условиями для выращивания является определенный микроклимат в условиях высокогорья на высоте более 1500 метров, что и делает данную разновидность кофе редкой. Как нам поведал гид, этот сорт кофе стоит $500 за килограмм, и он очень популярен в Южной Корее и Японии, так как по вкусу он ближе к чаю, чем к стандартному кофе. Я также узнал, что очень многое во вкусе зависит от метода обжарки бобов. Немного пережарил, и получится что-то совсем иное. В конце нас ждало дегустирование дюжины сортов. Как чаелюб заявлю, панамский сорт гейша мне в принципе зашел, но его цена за чашку в некоторых странах достигает $75. Стоимость тура $30 с человека. А какой ваш любимый сорт кофе? Расскажите в комментариях. Наш последний день в Пхукете мы решили провести как можно более активно и записались на рафтинг. Водный сплав на 40 километров по реке Чирикуй-Вуехо. Около 2 часов ушло только на то, чтобы добраться с Пхукета до старта сплава. А в условиях местного трафика и манеры вождения нашего водителя – то еще удовольствие. Однако вот мы уже на лодках. По стандартам рафтинга наш предстоящий маршрут уже не был в категории полных новичков, но и до профи не дотягивал. Выучив базовые команды для грибков, поворотов и нырков под руководством нашего капитана-инструктора, мы отправились покорять водную стихию. Не обошлось и без проблем, когда американца с нашей лодки выбросило за борт в одном из крутых пике. Однако с важными усилиями мы затащили его обратно. Весь маршрут проходил возле границы с Коста-Рикой. Для тех, кто никогда не пробовал рафтинг и любит активный отдых, рекомендую. Однако проверьте заранее категорию сложности. Плюс я бы рекомендовал подходящую водную обувь. Стоимость тура $65 с человека. Наш маршрут совпал на 100% с нашими возможностями и желаниями, и для первого раза было очень круто. Через 3 часа мы прибыли на конечную точку маршрута, где загрузились обратно в автобус. Вернув нас до места парковки машины, мы попрощались с нашей группой и начали наш обратный путь в Панама-Сити, где должна была начаться наша последняя глава приключения в Панаме – острова Сан-Блас. На последние несколько дней мы зарезервировали тур на острова Сан-Блас. Эти острова привлекательны тем, что они являются частью автономии Гунаяла. Эта автономия размеров 2400 км2 возникла после восстания племени Гуна в 1925 году. Одной из причин восстания была принудительная вестернизация населения. По результатам восстания погибли 27 человек. 4 марта 1925 года при посредничестве США данная местность была отдана в самоуправление местным жителям. Также архипелаг Сан-Блас включает в себя
378 островов. Большая часть гуна живет в 40 общинах на небольших островах, окруженных пальмами. Вот в одну из таких общин мы и направлялись. У нас заняло около 4 часов на внедорожнике, чтобы добраться из Панама-Сити до порта, где водитель передал нас на руки водному таксисту из местных, который уже дальше развозил туристов по нужным островам. В самом порту меня привлекли флаги, что были развешаны повсеместно. Оказывается, изначальным флагом автономии в 1925 году был испанский, с древним символом гуна – свастикой. В 1942 году из-за схожести символа индейцев гуна с нацистской свастикой во флаг Камарки были внесены изменения. В свастику было добавлено красное кольцо – символ колец украшений, которые традиционно носят в носу индианки гуна, а цвет верхней и нижних полос был изменен с темно-оранжевого на красный. А уже в 2010 году флаг сменили на его сегодняшнюю версию. Добравшись через волнующееся море на наш остров, мы вселились в небольшое бунгало на 8 комнат, и в котором не было потолка как такового. Весь остров по размеру не превышал 100 метров в диаметре, в центре которого были небольшие домики и бунгало для туристов и отдельно стоящий дом семьи хозяев, к которым как бы в гости мы и приехали. Остров находился примерно в 60 километрах от Большой Земли. Условия подходят тем, кто не боится лишений. На самом острове нет пресной воды, поэтому ее и любые другие жидкости нужно было брать с собой на время пребывания. Трехразовое питание с огромными порциями из местной кухни не позволит никому остаться голодными. Ну а если хочется колы или простой воды, ее всегда можно купить у хозяев за 1-2 доллара за бутылку. На весь остров был один дизельный генератор, который включали на пару часов под вечер, чтобы можно было осветить место для ужина. Было также несколько установленных солнечных панелей. Сама семья хозяев приветлива и по нашим наблюдениям только и занималась, что приютом таких туристов, как мы. У нас было 2 ночи на этом отдаленном от цивилизации клочке земли. Раз в день мы с хозяевами ездили в гости на соседние острова, где жизнь протекала в похожем стиле. Солнце, море, пляж и пальмы, волейбол и солнечные ванны. Кто-то скажет, это рай. Наверное, главное и единственное неудобство – отсутствие душа из пресной воды. Но на пару дней это терпимо. Это был наш самый затратный пункт из всего приключения, ибо стоимость проживания на частном тропическом острове составляла $330 на человека. Однако это того точно стоило. Даль от цивилизации, тропический остров, рев бушующего моря по ночам, звездное небо и разговоры с такими же путешественниками. Что может быть лучше? Главное, нужно очень осторожно в ветреную погоду ходить возле пальм, ибо на голову может упасть кокос. Один из таких подарков судьбы упал буквально в метре от меня. Ну что, подытожим наше путешествие. Мы провели в Панаме 14 дней, из которых мы 3 провели в Панама-Сити и окрестностях, провели 2 дня в Валли-де-Антон, где посетили жерло вулкана, ну а на выезде попали в массовое ДТП. Провели день в Санта-Каталине, где купались с акулами и черепахами, а также полностью сгорели. Провели 3 дня в самом туристическом месте Панамы – Букете, где катались на тросах, узнавали новое про местное кофе, а также сплавились на 40 километров по реке вдоль границы с Коста-Рикой.
Провели 2 ночи на тропическом острове, принадлежащем племени Гуна. Проехали 1400 километров. Ну и в самом конце несколько советов для путешественников в Панаму. При аренде всегда берите полную страховку машины. Да, это часто будет стоить как половина самой аренды, но если в Европе, увидев на улице тачку с огромной такой вмятиной с одной из сторон или с полностью разбитым поворотником, это будет очень заметно, здесь же почти весь транспорт имеет видимые повреждения на кузове, и ты уже удивляешься, увидев неповрежденный автомобиль. А увидев стиль вождения местных, некоторым вообще не захочется садиться за руль. Для меня это было самое стрессовое автопутешествие по сравнению с Исландией, Хорватией и Латвией. Ездите только в светлое время суток, для лучшей видимости и безопасности. Светает и заходит солнце здесь очень рано. Проверяйте прогноз погоды, ехать в тропический ливень удовольствия мало. Ну и еще про машину, лучше берите внедорожник. Пускай это будет немного дороже, зато обзор лучше и не страшны перепады высот при езде по серпантинам. Ведь в некоторых местах угол высоты достигает таких безумных градусов, что на маломощных движках такие перепады проходятся только силой молитвы. Покупайте местные кремы от загара категории SPF 70, ибо те, что мы привезли с Европы, не сильно нас спасли. Ну и не бойтесь общаться с местными, они очень дружелюбны и всегда попытаются вам помочь, даже если не знают языка. Если вы тоже были в Панаме, буду рад узнать ваш опыт путешествий по Центральной Америке в комментариях. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами, и удачи в ваших приключениях.